Главные новости сегодняшнего дня. Федеральная налоговая служба Российской Федерации приняла решение о задержании телеведущего Ивана Урганта. На данный момент производятся проверочные действия в отношении известного телеведущего, так сообщают в пресс-службе ФНС. Стало известно, что в период с 2023-2024 года Иван Ургант не доплатил налоги на сумму более чем 15 миллионов рублей. Помимо этого, известный телеведущий скрыл гонорары, полученные за пределами Российской Федерации. Сегодня утром в Тверской области в тяжелое дорожно-транспортное происшествие попал известный российский актер Даниил Страхов. Чрезвычайное событие произошло в Касимовском районе. Актер управлял автомобилем «Вольво», который столкнулся с мотоциклом «Урал». По предварительным данным, пассажир и водитель и сам актер получили травмы разной степени. На данный момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Даниил Страхов, несмотря на полученные травмы, смог вызвать полицию и скорую помощь самостоятельно. У дочери народного артиста России, известного советского и российского актера Михаила Сергеевича Боярского, Елизаветы Боярской, начался рецидив онкологического заболевания. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще осенью 2022 года во время планового медицинского осмотра у Елизаветы Боярской обнаружили страшный недуг – рак мозга третьей степени. В то время данную новость обсуждала вся общественность Российской Федерации. Благодаря финансовой поддержке жителей Российской Федерации, друзей, родных и близких Михаила Сергеевича, Елизавете Боярской удалось провести срочную операцию, и болезнь на какое-то время отступила. Однако в последнее время в связи с недавними трагическими событиями в семье Михаила Сергеевича Елизавета Михайловна Боярская перенесла сильнейшие психологические стрессы, что в итоге и повлияло на рецидив заболевания. На данный момент дочь Михаила Боярского проходит плановое медицинское обследование. Лечащие врачи разрабатывают дальнейшую стратегию лечения. Сегодня ночью был срочно госпитализирован известный российский актер Михаил Ефремов, который на данный момент находится в местах лишения свободы. Михаил Олегович перенес экстренную операцию на сердце. Состояние артиста на данный момент диагностируется как тяжелое. Друзья и поклонники творчества актера Михаила Ефремова в последнее время всерьез обеспокоены здоровьем известного артиста. За время пребывания в местах лишения свободы у Михаила Олеговича обострились многие хронические заболевания. Пресс-служба комитета сообщает трагические новости о сотруднике организации и известном актере Александре Балуеве. Только вчера мы сообщали, что известный актер, член комитета Александр Николаевич Балуев отправился в город Саранск на антикоррупционную проверку, однако спустя несколько дней перестал выходить на связь и бесследно исчез. Сегодня утром стали известны детали трагического события. К сожалению, подтвердились самые печальные опасения. Служебный автомобиль комитета Никиты Михалкова, где находился актер Александр Балуев, водитель, охранник, бывший участник спецоперации Сергей Соколов, подвергся нападению. Сегодня утром служебный автомобиль комитета с известным актером и охранником был обнаружен в лесном массиве в 35 километрах от города Саранска. Как и следовало ожидать, из автомобиля исчезли ценные вещи: наличные деньги, ноутбук, важные документы о антикоррупционной деятельности и несколько служебных телефонов. Актер Александр Балуев и охранник остались живы, но находятся в крайне тяжелом состоянии. Особо серьезное опасение вызывает состояние здоровья Александра Николаевича Балуева, ведь известный актер еще 2 месяца назад перенес обширный инфаркт.
В результате нападения охранник получил ранения разной степени, а вот Александр Балуев оказался в реанимации города Саранска. На данный момент известный артист борется за жизнь. Мотивы преступления и кто является виновниками и заказчиками преступления пока неизвестно. На месте происшествия работает оперативная группа. Трагически погибла младшая дочь известного российского музыканта, солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Несчастье произошло 2 дня назад в Москве в парке развлечений. Пресса сообщает, что печальное событие связано с катанием на зимнем электросамокате и падением с высоты. Дочь известного российского актера Ивана Охлобыстина бросил жених за неделю до свадьбы. Дочь Ивана Охлобыстина Варвара должна была сегодня выйти замуж за своего жениха, 31-летнего парикмахера из салона красоты. Однако жених не оправдал надежд. За неделю до свадьбы он бесследно исчез. Более того, он прихватил с собой крупную сумму денег, более 10 миллионов рублей, которую одолжила ему семья Ивана Охлобыстина для развития бизнеса. Актер Иван Охлобыстин негодует и хочет разобраться с женихом, однако семья артиста останавливает его от безумного поступка. Пресс-служба комитета сообщает несколько трагических новостей из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Скоропостижно ушел из жизни известный российский актер Денис Казаков. Денис Казаков всю жизнь служил в Театре юного зрителя города Москвы. Актер отработал в театре более 20 лет. Причина смерти не уточняется. Денис Казаков сыграл в театре более 30 ролей. Еще одна колоссальная трагедия в мире российского шоу-бизнеса. Накануне вечером в Таиланде трагически погиб вместе со своим сыном известный российский певец 90-х годов Вадим Байков. Местные СМИ сообщают, что на океане было волнение, однако 60-летний артист Вадим Байков вместе со своим 30-летним сыном во время волнения по непонятной причине занимались водными видами спорта, что в итоге и привело к трагедии. Оба мужчины во время волнения бесследно исчезли. Позже стало известно, что они утонули. На данный момент тело Вадима Байкова было обнаружено. Сын артиста пока не найден. Известный певец Вадим Байков получил наиболее широкую популярность в 90-е годы прошлого столетия и прославился благодаря таким музыкальным хитам, как «Начнем все сначала», «Чужая жена» и «На Ордынке». Сегодня день памяти легендарного советского и российского поэта-песенника, мужа Александры Пахмутовой, Николая Добронравова. Николаю Николаевичу Добронравову, который ушел из жизни в 2023 году, сегодня могло бы исполниться 96 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.